Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Перед просмотром этого видеоролика убедительная просьба поставить лайк и подписаться на наш канал, а чтобы не пропустить следующие видео, нажмите на колокольчик. Благодарим за ваше понимание. Приостановка пассажирского морского транспорта в Севастопольской бухте вызвана недавним ударом украинских беспилотников по расположению Черноморского флота. Ситуация произошла этой ночью, когда украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота. Это был первый случай такой атаки в истории продолжающегося конфликта. Большое значение для пассажирских морских перевозок имеет Севастопольская бухта. Она служит жизненно важным узлом морских перевозок, соединяя различные пункты назначения и облегчая передвижение людей и товаров. Однако удар по дислокации Черноморского флота привел к остановке пассажирского морского транспорта в этом районе. Точные последствия удара пока не разглашаются, но очевидцы сообщают, что видели задымление в районе базирования кораблей Черноморского флота. Ситуация остается неопределенной, и ожидаются дальнейшие обновления. Нападение на расположение Черноморского флота в Севастополе – не единичный случай. Ранее уже были случаи, когда украинские беспилотники пытались атаковать город. Возможные причины удара украинских беспилотников по местонахождению Черноморского флота пока выясняются. Губернатор Развожаев упомянул, что удар по базам беспилотников в Одесской области был нанесен незадолго до попытки удара украинских беспилотников, что предполагает возможную связь. Удар украинских беспилотников по дислокации Черноморского флота имеет значительные последствия для флота и региона. Приостановка пассажирского морского транспорта через Севастопольскую бухту нарушает нормальный транспортный поток и влияет на повседневную жизнь жителей и гостей города. Удар также вызывает риски по поводу безопасности Черноморского флота и региона в целом. Безопасность пассажиров и судов имеет первостепенное значение во время конфликтов или потенциальных угроз. Приостановив пассажирские морские перевозки, власти могут обеспечить, чтобы пассажиры не подвергались непосредственной опасности, а суда были защищены от любых потенциальных нападений или сбоев. Эта мера позволяет всесторонне оценить ситуацию и осуществить необходимые меры безопасности для снижения любых рисков. Атака украинских беспилотников подчеркивает необходимость повышенных мер безопасности в регионе, а приостановка пассажирского морского транспорта является упреждающим шагом к обеспечению безопасности всех причастных лиц. Удар украинских беспилотников по дислокации Черноморского флота несет в себе потенциальные риски и опасности, которые необходимо тщательно оценивать. Использование беспилотных летательных аппаратов и катеров в качестве оружия представляет значительную угрозу безопасности и стабильности местности. Приостановив пассажирские морские перевозки, власти могут провести тщательное расследование нападения и принять соответствующие меры для предотвращения любых инцидентов в будущем. Эта мера предосторожности служит напоминанием о нестабильном характере ситуации и необходимости усиления мер безопасности в регионе. Очевидцы, находившиеся поблизости, сообщали о задымлении в районе базирования кораблей Черноморского флота, что указывает на возможные повреждения в результате удара. Точный размер ущерба пока не разглашается, что оставляет место для предположений о возможных последствиях атаки. Наличие дыма предполагает, что могут иметь место продолжающиеся пожары или другие формы повреждения судов или окружающей инфраструктуры. Приостановка пассажирских морских перевозок через Севастопольскую бухту еще больше подчеркивает серьезность ситуации и необходимость расследования и ремонта. Нанесение удара по дислокации Черноморского флота, несомненно, нарушило нормальную работу и вызвало опасения по поводу безопасности района. Рассказы очевидцев о дыме служат свидетельством серьезности ситуации и потенциального воздействия на функционирование флота. Свои наблюдения за происходящим рассказали очевидцы, находившиеся в непосредственной близости от места удара. Некоторые сообщали, что слышали громкие взрывы и видели вспышки света в небе, указывающие на использование взрывчатых веществ или ракет во время атаки. Другие упомянули, что видели беспилотники, летающие в этом районе, предполагая, что эти беспилотные летательные аппараты были ответственны за удар. Эти рассказы очевидцев дают ценную информацию о характере удара и помогают составить воедино последовательность событий. Наличие нескольких дронов и использование средств радиоэлектронной борьбы для их подавления подчеркивают сложность атаки. Показания очевидцев проливают свет на непосредственные последствия забастовки и способствуют лучшему пониманию ситуации. В обществе ходят слухи о масштабах ущерба, причиненного ударом.
Некоторые считают, что атака могла привести к значительным повреждениям кораблей Черноморского флота, потенциально ухудшив их боевые возможности. Использование надводных дронов в атаке вызывает опасения по поводу возможного физического повреждения активов флота. Приостановка пассажирского морского транспорта также предполагает, что забастовка могла иметь более широкие последствия за пределами непосредственной зоны атаки. Однако без официального раскрытия последствий сложно установить истинный размер ущерба. Удар по Черноморскому флоту оказал значительное влияние на оперативные возможности флота. В результате забастовки движение пассажирского морского транспорта через Севастопольскую бухту приостановлено. Этот сбой в транспортировке не только влияет на способность флота выполнять свои операции, но также имеет последствия для местной экономики и людей, которые полагаются на морской транспорт в своих ежедневных поездках на работу или в путешествия. Приостановка пассажирского морского транспорта подчеркивает немедленные и ощутимые последствия удара по флоту. Приняты меры по оценке и устранению ущерба, причиненного ударом по Черноморскому флоту. Силы ПВО и флот успешно отразили атаку, что свидетельствует о том, что были предприняты меры по защите от дронов и минимизации возможного ущерба. Тем не менее, полный размер ущерба и необходимый ремонт все еще оцениваются. Задержку с раскрытием последствий удара можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, характер происшествия требует всесторонней оценки ущерба, нанесенного кораблям и прилегающей территории. Этот процесс требует времени, так как экспертам необходимо тщательно осмотреть пораженные участки и собрать доказательства. Кроме того, деликатный характер инцидента и потенциальные политические последствия могут способствовать осторожному подходу к раскрытию информации. Для властей крайне важно собрать все соответствующие факты, прежде чем делать какие-либо официальные заявления об инциденте. Общественность с нетерпением ждет официальных заявлений относительно инцидента и его последствий. Очевидцы сообщают о задымлении в районе базирования кораблей Черноморского флота, что свидетельствует о возможных повреждениях. Тяжесть воздействия на флот и окружающую среду пока не разглашается. Удар по дислокации Черноморского флота в Севастопольской бухте, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия для восприятия и доверия к безопасности этого района. Потенциальные пассажиры могут не решиться использовать пассажирский морской транспорт из-за опасений по поводу безопасности и возможности будущих нападений. Восстановление доверия и уверенности в безопасности региона потребует прозрачного информирования о мерах, принятых для повышения безопасности и предотвращения повторения подобных инцидентов. Кроме того, возможно изменение маршрутов и расписаний пассажирских морских перевозок для снижения потенциальных рисков и обеспечения безопасности пассажиров. Долгосрочное воздействие на отрасль пассажирских морских перевозок в Севастопольской бухте будет зависеть от эффективности реализуемых мер безопасности и способности восстановить доверие потенциальных пассажиров. Подписывайтесь на наш новостной канал и не пропустите ни одного интересного новостного выпуска. Нажмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех последних событий. Будем благодарны за ваши лайки, комментарии и подписки. Они помогают продвижению канала и позволяют нам доставлять информацию еще большему количеству людей. Вместе мы будем первыми узнавать самые свежие и актуальные новости.